Президент сказал, что будет рад встретиться со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, но не по вопросу увеличения потолка госдолга. Это не подлежит обсуждению. Мы продолжаем быть очень твердыми в этом вопросе. Президент снова сказал об этом сам. Мы не страна-должник. Послушайте, то, что они предлагают, дефолт, навредит каждому американцу, приведет к потере 6 миллионов рабочих мест и поставит под угрозу социальное обеспечение, Medicare, Medicaid. Вот чем они угрожают. Вот что такое американская экономика, которую, как они говорят, они собираются держать в заложниках. Конгресс должен действовать. Это их конституционный долг. Выступая чуть ранее, Байден вновь обратился к Маккарти и республиканцам в Конгрессе, напомнив, что США всегда платят по счетам, и никаких разговоров о дефолте и быть не может. Маккарти, республиканец от штата Калифорния, на прошлой неделе провел через Палату представителей предложение о сокращении дефицита бюджета почти на $5 триллионов в течение десятилетия, полагая, что это поможет оказать давление на Байдена. Президент, в свою очередь, отказывается встречаться с Маккарти, если тот не снимет с повестки дня риск дефолта. Накануне министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей поскорее разобраться с этим вопросом и уведомила Конгресс о том, что дефолт может быть объявлен уже 1 июня. Обсудим эту вероятность с Евгением Гуревичем, финансовый консультант, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Евгений, спасибо, что присоединились. Добрый день. А вот как вы считаете, действительно ли, если в течение месяца демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации Байдена не удастся урегулировать вопрос повышения потолка госдолга, то США будет грозить национальный дефолт и ударит это по всей мировой экономике? Если им не удастся договориться, что, я считаю, достаточно маловероятно, потому что если смотреть на историю с 2011 года, 4 раза происходила подобная ситуация, когда мы подходили близко к так называемому debt ceiling, то есть потолку, и в последний момент чудом все-таки республиканцам и демократам удавалось договориться, то да, это будет очень серьезная история. По оценке агентства Moody's, более длительный кризис, который произойдет в этом случае, если они не договорятся, может привести к потере почти 3 миллионов рабочих мест. Но, как правило, это все-таки драма с хэппи-эндом. Как показывает современная история с 2011 года, да. А каковы вообще резервы для сокращения госдолга США? Резервов сейчас не так много. У казначейства существуют определенные фонды, которыми они могут воспользоваться в случае кризиса для того, чтобы хотя бы выплачивать свои задолженности по бюджетным расходам, то есть по зарплатам. Но эти средства не дадут возможности обслуживать госдолг. Вот Джо Байден впервые с января согласился... Кстати, про шатдаун хотел спросить. Есть такая угроза? Да. Есть, да. Я думаю, что поскольку здесь идет некая такая игра между, то, что по-английски называется game of chicken, да, то есть между демократами и республиканцами, кто же первый сойдет со своего курса и начнет договариваться, то шатдаун мне представляется достаточно возможным сценарием развития событий, так как не похоже, что кто-то сейчас из наших двух партий особенно хочет жертвовать своими принципами. Джо Байден, начала задавать этот вопрос, впервые с января согласился таки обсудить с лидерами Конгресса пути выхода из кризиса. Встречу назначили на 9 мая. Есть ли шансы, что именно на этой встрече они придут к соглашению, или это будет скорее разогрев? Я думаю, что это будет разогрев. То есть если бы я был человеком азартным, я бы поставил деньги на то, что они ни о чем не договорятся на этой встрече, что после нее последует очередной раунд такой озлобленной риторики, как это обычно происходит. До шатдауна еще остался почти месяц, 3 недели. И я думаю, что договорятся они, как обычно, 29 мая, 30 мая, что-то такое. То есть, а вообще какой, кстати, крайний срок, в котором они могут принять это решение? Джанет Йеллен сказала, что 1 июня — это так называемая дата X, которую она обозначила, и
по крайней мере, на данный момент не видно, чтобы каких-либо способов эту дату передвинуть. То есть дата X, как мы ее сейчас понимаем и видим, это 1 июня. А история с банками, с напряжением в банковской системе, она вообще как-то влияет на это, или это вообще параллельная история, которой Белый дом просто вынужден сейчас заниматься? Это все связано, то есть это связано не напрямую, но, естественно, если... Восстанавливаем связь мы сейчас с Евгением Гуревичем. Напомню, Евгений Гуревич, финансовый консультант, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем возможный дефолт, который Джанет Йеллен, министр финансов США, предрекает 1 июня, если администрации Байдена и республиканцам в Конгрессе не удастся договориться о потолке госдолга. Республиканцы, напомню, настаивают на объявлении дефолта. Вот мне подсказывают, что Евгений Гуревич вернулся на связь. Евгений, слышите ли вы нас сейчас? Да, я прошу прощения. Я прошу прощения, у меня отключилось электричество, поэтому пришлось перейти на телефон. Отлично. Главное, что получилось. Вернемся к последнему обсуждению по поводу банков и связи с тем, что происходит сейчас. Прямой связи нет. Конечно, когда ФРС поднимает ставки, это имеет влияние и на банки, и на наши долговые обязательства. Но вот эти вот, как бы, скажем так, события или кризисы, кроме того, что они все связаны с определенными действиями ФРС и определенными структурными проблемами, связанные вообще с уровнем нашего госдолга и обеспечением госдолга. Да? Известный инвестор Стэнли Дракенмиллер сказал, что к 2040 году наша система социального обеспечения просто станет банкротом. И эти все вещи, как бы все эти события, они связаны, и они, конечно, влияют на настроение как инвесторов, так и потребителя. То есть вот на все это смотреть, конечно, тревожно. Есть мнение аналитиков, что как бы на людей, которые не обладают большим количеством денег, в общем-то, эта история с банкротствами особо никак не повлияет, но это может повлиять, например, на рынок кредитования в целом. То есть ужесточаться правила. Причем это касается ипотечного кредитования, автокредитования любого. И вот это уже отразится на среднем классе и не только. Я хочу напомнить, что да, конечно, слава богу, FDIC, наши депозиты до 250 тысяч, они застрахованы в случае там любого дефолта и кризиса и так далее. Но опять же, это обязательство правительства, и оно добавляет и повышает давление, которое на сегодняшний день существует на федеральный бюджет. Спасибо большое. Евгений Гуревич, финансовый консультант.